Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, 6 января, сегодня достаточно волшебный, магический день, день счастья, удачи, благополучия. И здесь ваша задача уловить эти потоки энергии, присоединиться к ним. Поэтому в этот день обязательно бросьте щепоточки соли за порог своего дома или квартиры. Тем самым вы закроете дорогу злобе, зависти, ненависти, а также рот закроете вашим недоброжелателям и врагам. И что немаловажно, откроете дорогу изобилию, достатку и благополучию. Кроме того, друзья, 6 января у нас сегодня с вами рождественский сочельник. Сегодня очень важный день. И очень важно, чтобы каждый из вас подготовился к этому вечеру. Конечно же, сегодня благо, что суббота, и вы знаете, многие люди успеют еще много чего сделать. Давайте далее все более подробно, друзья, мы в этом видео и проговорим. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 6 января, суббота. Обращаем ваше внимание, что сегодня 25-е лунные сутки, убывающая луна в знаке зодиака Скорпион. Что же день несет в себе? Вы знаете, сегодня день покоя, сегодня не стоит никуда спешить. Если у вас сегодня было что-либо в планах, делайте, организовывайте, но главное не спешите, потому что сегодня во время спешки вы просто-навсего будете допускать ошибки. Также сегодня, к сожалению, люди могут быть невнимательными. И это, знаете, если вы сегодня что-то забыли, не купили или что-то еще такое, какой-то конфуз произошел, знаете, это высшие силы вам подсказывают, что сегодня вам стоит обратить внимание в первую очередь на себя, а не на других людей или на те события, которые происходят в вашей жизни. Не старайтесь сегодня проявлять активность, не стоит сегодня куда-либо спешить. Старайтесь сегодня быть на протяжении дня в гармонии, в балансе, в любви по отношению к себе. Если у вас сегодня суета, какая-то беготня, то, знаете, уже ближе к вечеру вы достаточно сильно устанете и не будете знать, за что вам браться и к чему вам нужно идти. Также сегодня очень важно, чтобы вы избегали случайных контактов и каких-то неожиданностей. Поэтому старайтесь сегодня уделить внимание все-таки празднику или сегодня уделите внимание себе и своей семье. Также обращаем ваше внимание, что сегодня очень важно быть сосредоточенным, стараться понять, что вы хотите на протяжении этого года добиться, что вы хотите и желаете сделать. Также сегодня очень важно очищаться от физических и духовных шлаков. Также сегодня очень важно, чтобы вы прислушивались к своему внутреннему голосу. Подумайте о своей жизни и о своем восприятии мира. При этом обращаем ваше внимание, что у каждого это будет свое. Ни в коем случае сегодня никому ничего не навязывайте. Если в вашей жизни появляются люди, которых интересуют какие-то моменты в жизни, они хотят с вами посоветоваться, проконсультироваться, то обязательно отвечайте. Но очень важно, чтобы вы делали акцент на том, что это ваше видение той или иной ситуации, это ваш жизненный опыт, поэтому вы считаете именно так. Но если у человека есть другое восприятие этого мира, другие ощущения, то он должен сам на интуитивном уровне выбрать для себя дорогу. Ни в коем случае сегодня людей не подталкивайте, чтобы они приняли решение поскорее. Нет, сегодня нельзя спешить, нельзя суетиться. Обращаем на это ваше внимание. Кроме того, сегодня очень много идет знаков, подсказок от Вселенной, от высших сил. И особенно придет подсказки тем людям, кому очень тяжело, которые, возможно, не знают, что им делать, куда им идти, в каком направлении развиваться, потому что все-таки начало года, и многие люди уже сейчас думают, а почему я здесь, а что мне делать, а как мне добиться тех или иных успехов. Так, друзья, поэтому вот эти дни, особенно 6, 7, 8 января, потом 13, 14, это дни с высокими вибрациями. И ваша задача
зарядиться энергиями. Ваша задача получить новые силы, потому что когда у вас есть энергия, вы готовы двигаться дальше, вы готовы генерировать новые идеи, вы готовы внедрять те или иные моменты в своей жизни, и это очень важно. Кроме того, обратите внимание, что в вашем присутствии у людей может быть некая лень и апатичность. Это нормально. Все-таки энергетика этого дня не предполагает вот этой суеты, быстроты, принятия быстрого решения. И поэтому у людей возникает такая вот, знаете, некая лень, апатичность, неспешность. Поэтому, если что-то у вас сегодня не получается, не спешите. Что же касательно бизнеса и денег, обращаем ваше внимание, что сегодня сам по себе неплохой день как для бизнеса, так и для финансовой деятельности. Так, кроме того, если вы сегодня в торговле, в бизнесе, знаете, у вас сегодня будет хорошая торговля, будут достаточно хорошие продажи. Но помните о том, что каждому человеку, который появится сегодня в вашей жизни, обязательно хотя бы скажите, что вы ему желаете всего самого наилучшего. Очень важно, если вы не хотите вслух говорить, хотя бы прошепчите про себя, и таким образом вы отправляете важное другим людям в их жизнь. Обратите на это внимание. Кроме того, обращаем еще на один момент особое внимание, что сегодня люди могут провоцировать на какие-то конфликты. Это особенно те люди, которые не имеют своего мнения, которые злятся, которые недовольны чем-то. Поэтому, если есть в вашем окружении люди, это могут быть даже и близкие, родные вам люди, но вот они вас пытаются провоцировать и вовлекать в какие-то конфликты, ссоры, то старайтесь абстрагироваться, не разрешайте никому, чтобы кто-то сделал так, чтобы у вас испортилось настроение, чтобы вам было дискомфортно или нехорошо. Обратите на это особое внимание. Кроме того, обратите внимание еще на один момент. Сегодня люди могут, знаете, как делать, ставить подножку, потому что люди могут вам завидовать, могут думать о том, что у вас лучше. Поэтому сегодня не стоит показывать, что у вас есть, не стоит, знаете, в какой-то степени и хвастаться, потому что у людей, многие думают, это у нее белая зависть. Вы знаете, белая зависть очень быстро перерастает в черную зависть, и это приводит уже к достаточно плохим последствиям. Что же касательно здоровья, то сегодня противопоказано употреблять лекарства, сигареты, грубую пищу, то есть сегодня все, что забивает работу мозга. Также обратите внимание, что сегодня уязвимая часть тела, это у нас будут уши, поэтому сегодня не стоит их чистить, прокалывать не стоит в этот день и делать какие-либо операции. Что же касательно стрижки волос, то, к сожалению, стрижка волос в этот день, 6 января, увеличит глазное давление и приведет к ухудшению зрения, обострятся глазные болезни. Также сегодня вероятны воспаления и появление ячменя, поэтому будьте немножечко осторожны. Кроме того, сегодня очень важно, что вы на протяжении дня уделяли внимание своему здоровью. Старайтесь как можно больше употреблять сегодня овощей, фруктов. Сами можете сделать себе сок, та же морковка, яблочко, тот же апельсин. То есть старайтесь уделять сегодня внимание и своему телу. Это очень важно. Также хотим обратить внимание на то, что сегодня новыми делами начинать не стоит. Все-таки у нас с вами мы накануне Рождества Христова, мы накануне великого праздника, поэтому не спешите всему свое время. Далее, если, друзья, вы сегодня общаетесь со своим начальством, то обращаем ваше внимание, что сегодня лучше к начальству обращаться только по каким-то незначительным вопросам. То есть что-то глобальное предлагать, реализовывать сегодня в этот день все-таки не стоит. Да, мы помним, друзья, что сегодня суббота, но вы должны понимать и то, что в бизнесе нет понятия выходных. Что же касательно смены места работы, сегодня также менять место работы нежелательно. А вот проводить любые операции с недвижимостью, вы знаете, сегодня тот самый день, когда это стоит сделать. Также сегодня очень хорошо, если вы будете отдыхать.
Также сегодняшний день прекрасно подходит для переезда. Если вы принимаете пищу, у вас сегодня праздник, какое-то застолье, вечеринка, то все-таки приветствуется сегодня умеренность в принятии пищи. Также благоприятно сказываются сегодня диеты и пост, в том числе рекомендуется лечебное голодание. Но, пожалуйста, для начала проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, выяснять отношения сегодня не стоит. В этот день споры крайне нежелательны. Ни к чему хорошему это не приведет, кроме как ссор и скандалов. Что же касательно зачатия, сегодняшний день вполне подходит для зачатия. Сегодня рекомендуются и умеренные физические нагрузки. Также сегодняшний день вполне подходит для небольших домашних дел. Все-таки, друзья, мы с вами в преддверии великого церковного праздника. И надеемся, вы на неделе сделали глобальную и уборку, и приборку. Что же касательно снов, то снам верить сегодня не стоит, потому что они могут исполняться, а могут быть и в то же время обманчивыми. Иногда они могут принести вам зло, поэтому после них следует ставить обереги, чтобы не привлечь в жизнь ничего плохого. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 6 января. Вы знаете, сегодня выпала очень интересная карта, которая звучит следующим образом. Используйте ваше право выбора. И вы знаете, эта карта, она достаточно интересна в трактовке. Почему? Потому что карта говорит о том, что вам пора подвести итог всему тому, чего вы добились, что вы сделали, потому что вы тяжело работали, вы трудились, и ваши обстоятельства были такими, какие они есть. Но вот сейчас настало время посмотреть на альтернативу в том или иной сфере. Главное, чтобы вы ничего не копировали и не приспосабливались к тем условиям, которые есть. Старайтесь чувствовать, что вам ваше сердце говорит. И очень важно сегодня в этот день обращаться к высшим силам, обращаться к Архангелу Михаилу и просить о том, что вам действительно важно и нужно. Пусть откроет глаза, и вы увидите вот то, что для вас действительно есть что-то стоящее и важное. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня очень важно продумать о том, что вы в ближайшее время хотите сделать в своей жизни, как вы хотите изменить свою жизнь. Возможно, вам нужно поискать какой-то другой способ, чтобы изменить ту ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Кроме того, сегодня мечтайте о новых возможностях, о новых контактах. Возможно, вы можете мечтать и даже о переезде. Помните, что все возможно, и ваша задача принимать все то, что приходит в вашу жизнь, с любовью и с благодарностью. Ну а молитва, которую мы, друзья, вам рекомендуем в этот день, 6 января, звучит следующим образом. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твою мудрость и любовь, которые помогают мне видеть, понимать и достигать поставленных целей. Прошу Тебя, веди меня к здоровью, счастью и к моим жизненным целям. Напоминаем, друзья, что эти слова молитвы будут в описании к этому видео. Большая просьба ко всем, обязательно эти слова молитвы напишите в комментариях. Чем больше вы проговариваете, чем больше вы прописываете, тем быстрее вы сможете и достигнуть своих целей. И, девочки и мальчики, мы хотим далее проговорить одну волшебную практику, поделиться. Как ее провести? Вы сегодня эту практику можете проводить в любое время, когда вам будет удобно. Вам буквально нужно взять щепоточку соли, далее открыть дверь, входную дверь или дома, или вашей квартиры, и перед тем, как бросить вот эту щепоточку соли, скажите следующие слова. Силой, данной мне божественным Творцом, я призываю высшие силы. Все из дома вредоносное впитай и раствори. Я все плохое изгоняю и двери затворяю. Да будет так. После этого бросьте эту щепоточку соли и закройте дверь.
дверь. И большая просьба в течение получаса никому не открывать дверь. Вы увидите, что сегодня действительно многое может измениться. В вашу жизнь может постучаться мужчина или человек, который действительно будет важное для вас значение. Возможно, у вас сегодня ждет звонок, а возможно, сегодня будет какое-то интересное предложение. У каждого, друзья, это будет что-то свое. Вот такой, друзья, у нас с вами день 6 января. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, друзья, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.